Ребята, всем здоровьте! Сегодня покажу столик свой насадочный, также просто под кухню можно использовать. Вот, делая своими руками, с подручных средств, что было дома, с того и сделал. Вот. Сильно не заморачивался, он складной, вот, но как бы немножко не такой, как обычно, что ножки там складываются вот так вот и раскладываются книжечкой. Это просто вкручиваются ножки и откручиваются, вот, как стойки. Вот, и сейчас я вам это все покажу. Так, а вот он, ребята, сам этот столик. Почему снимаю? Просили там под некоторыми видео, я уже не помню, вот, подробно показать, как делал. Делать я, к сожалению, не буду новый, чтобы показать сам процесс сборки и как его делать. К сожалению, нет уже материала. Вот, да, в принципе, мне второй такой не нужен. Вот, мне нужен сейчас побольше, буду покупать. Это будет у меня как насадочный. Либо же просто дополнительный для кухни. Вот. Так, из чего он состоит? Вот сюда вот, здесь вот сверлится отверстие и вставляются сюда болты. На болтах сточенные шапки. Сточенные так, для чего? Для того, чтобы, ну, не сильно не выпирали и, ну, чтобы не сильно это все мешало. Вот. Чтобы можно было ставить все нормально, чтобы оно не опрокидывалось. В общем, такое. Сама столешница — это разнос саудеповский разнос со стекловолокна. Вот, соответственно, очень крепкий. Кто найдет там у себя дома такой, обязательно делайте, потому что это навечно. Вот. У кого нету, можете в Икее какие-то разносы купить, в Ашане, я не знаю, это в Эпицентре, можно найти какие-то разносы. Ну, желательно брать более-менее крепкие. Вот, если пластик, то такой толстый и хороший. Делают еще такие вот столешницы, столики с крышек от контейнеров больших, но они такие хлипкие. Лучше всего брать разносы и такие, чтобы они были прям крепкие-крепкие. Вот. Так, ножки. Давайте я сейчас переверну, поставлю на стульчик, покажу. Ножки выполнены из трубы. Это садовый тент когда-то был. Вот. И из них выполнены сами ножки. Кому-то здесь роли никакой не играют. Это у меня... Я сначала треногу делал, а потом забрал оттуда ножки и присобачил их сюда. Вот, поэтому это просто осталось. Поэтому на это можете не обращать внимания. Они просто вкручиваются. Вот, сейчас я вам одну откручу и покажу, как, что и здесь. Как, что здесь работает. Вот. Вот здесь вот торчит этот болт, который мы вогнали с той стороны, и шайба, и зажата контргайкой. Вот. Ну, обычная гайка, она выполняет роль контргайки. Вот. И вот здесь, в самой ножке, у нас спрессована просто обычная, сейчас я наведу фокус, не наводится. Что ж такое? Вот, впрессована просто гайка и завальцована. Вот, так как металл тонкий, это все легко делается. Вот, поэтому просто стачивается углы под конусом. То есть вот так вот. Оп, под конусом стачиваются углы на гайке, впрессовываются сюда и завальцовываются. Вот и все. И вот таким вот образом просто вкручиваются все 4 ножки. Они снимаются, разбираются. Вот, поэтому при транспортировке это все нормально. Так что так вот, ребята. Так, я надеюсь, помог тем, кто просил видео. А те, кто первый раз на моем канале, подписывайтесь. Будет много самоделок, много рыбалок, много всякого интересного, много обсуждений. Вот. Поэтому давайте, кто еще не подписан, бегом подписались. Поставили лайк, дизлайк. Вот. И обязательно пишите в комментариях, что вам еще показать, что вам заснять.
Потому что сейчас на карантине, сам не знаю, что делать. Вот, на рыбалке, к сожалению, не езжу. Вот, гоняет полиция. Поэтому нету смысла пока ездить. Ну ничего, думаю, скоро выберусь. Так что, ребята, опять же, кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Обязательно пишите в комментариях, что вам еще может снять. Вот, извиняйте за качество видео. Расквасил свой телефон. Хожу сейчас со старым. Вот, на Пасху упала колонка на телефон и разбила экран просто полностью. Нифига не работает. Поэтому, к сожалению, сейчас вот так вот. Поэтому, ребята, я надеюсь, скоро увидимся на рыбалке. Так что ждите. Скоро все будет. Я надеюсь.